доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем», канал об узорах, и я Оля. Рада приветствовать новичков, гостей своего канала. Заходите, не стесняйтесь. Гуляйте по каналу, смотрите плейлисты. Открывайте обязательно, там собраны небольшие коллекции для вашего удобства. Я надеюсь, видео вам понравится, вы оставите свои лайки и свои комментарии. А также подпишитесь, чтобы не потерять канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам, девчата, привет вам огромный. Разные города, разные страны, очень приятно. Спасибо за ваши отзывы, за ваши теплые слова, за вашу фантазию, за ваши идеи, предложения. Очень классно. Я же к вам с новым узорчиком. Это у нас будет очередная шалька. И для этого я взяла вот такие ниточки. Alize Angora Gold. Именно Симли. Видите, они такие вот с металликом, такие вот они переливаются. Итак, смотрим по составу. 75% акрила, 25% шерсти и 5% вот этого самого металлика. Угу. Итак, что нам советуют здесь производители по поводу крючка? Они нам советуют брать крючок от 2 вот, до 4. Я беру троечку, я вязала данную пряжу троечкой, мне очень понравилось, все классно и отлично. Смотрите, даже интересно, что на упаковочке, да, на самой, даже нарисована шалька. То есть именно классно данная, получается, ниточка смотрится именно в шалях. Разнообразие цветов у них огромное, это не реклама, просто смотрите, заглядывайте, возможно, не обращали внимания. Итак, начнем. Смотрите, схемку я обязательно приложу, да, непосредственно на экране. Вы можете заскриншотить, то есть сфотографировать экран. А также продублирую в дальнейшем в Инстаграме. Схема, если честно, опять же, я не знаю, я взяла ее в интернете, она ходит, гуляет по интернету. Если автор найдется, обязательно подпишем, обязательно уточним и так далее. Итак, я вяжу вместе с вами, не отключаюсь, для того, чтобы прям пошагово объяснить вам. Итак, набираем такую петельку фиксации. Так. Прежде чем мы начнем с вами вязание наше, хочу уточнить, что до этого я вам показывала шальки, которые начинались от треугольничка, да, и росли, вот так скажем, до рук, до шеи и так далее. Сегодня мы будем шальку вязать наоборот, получается, как бы от шеи, да, вот так вот от рук, и вот так вот увеличивая, вот так вот к треугольнику. Вы увидите. То есть начинаем от центра шальки и постепенно ее увеличиваем краешком. Итак, набираем 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее вернулись к первой петельке, не петельке, которая фиксация у нас была, мы ее не трогаем, а вот именно к первой петельке вернулись, ввели крючок, захватили ниточку и протянули вот через последнюю нашу петельку. Раз, получилось такое вот колечко. Делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И сейчас мы будем вязать в кольцо. То есть мы крючок вводим в кольцо, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. 1. Еще один столбик с накидом. Сюда же в кольцо ввели ниточку, крючочек. 2. У нас с вами получилось 3 столбика. Первый столбик это 3 петельки подъема. 2, 3. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И сюда же в кольцо вот эту вот ниточку мы тянем с собой. Угу, мы как раз ее будем прятать. Сюда же в кольцо провязали еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петельки. 1, 2. И сюда же в кольцо опять 3 столбика с накидом. То есть такой вот комплект из 3 столбиков с накидом под номером 3. Да? То есть третий раз. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И провязываем сюда же опять 3 столбика с накидом. 1 столбик. Сюда же 2 столбик. Видите, ниточка прячется, да? И сюда же 3 столбик с накидом. Все. Так, сейчас подтяну ниточку и покажу вам, что все. Ниточка у нас запрятана. Может быть, она у вас уже спряталась. У кого остается кончик, вы можете спокойно его отрезать. С ним уже ничего не произойдет. Он уже у нас зафиксирован и запрятан. Вот наш первый ряд. Так. Дальше у нас будет шалька расти в сторону, вверх, в сторону. Итак, смотрим, повторяем. Мы с вами должны, вот наше вязание, вот мы закончили, да? Так вот, сейчас повернемся. И мы должны пройти в центр вот этой арочки соединительными петельками. То есть в столбик вводим крючок и сразу же протягиваем ниточку через петельку. 1. В следующий столбик вводим крючок
И сразу же протягиваем ее через следующую петельку. 2. В арочку ввели наш крючок и протянули вот так вот петельку. Все, мы в арочке. Дальше мы делаем 3 петли подъема. 1, 2, 3. Сюда же еще 2 столбика. 1, 2. То есть вместе с петельками подъема получилось 3 столбика, да? 1, 2, 3. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И сюда же, опять в эту же арочку, еще 3 столбика с накидом. 1, 2, обычные столбики. 3. Вот. У нас получился вот такой вот веерочек с арочкой. Запомните, по краешку веерочек с арочкой такой будет всегда. Угу. Дальше внимательно. 2 воздушные петли. 2. 1, 2. И идем вот к этому веерочку, вот к этой именно конкретно арочке, и делаем точно так же. То есть 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот, у нас опять получился веерочек вот такой вот арочкой в центре. Тоже запоминайте. Данный веерочек с арочкой будет все время по центру. Идем дальше. 2 воздушные петельки. 1, 2. И следующая наша арочка нас ждет. Вводим крючок и провязываем точно так же. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот. Всегда по бокам, справа, слева и по центру вот будут именно вот эти веерочки с такой арочкой. Угу. Этот момент просто запомните, вы потом поймете принцип, увидите. Итак, что делаем дальше? Поворот. И мы опять должны вернуться в нашу арочку при помощи соединительных петелек. То есть в следующий столбик вводим верхушку крючок, вытягиваем ниточку и вот так вот раз провязываем сразу же петельку. В следующий столбик забрали ниточку и сразу же раз, видите, мы потихонечку перемещаемся к нашей арочке. И в арочку ввели крючок и сразу же раз, все, мы в арке. 3 воздушные петельки, то есть мы сейчас вяжем точно такой же веерочек. 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. Сюда же столбик с накидом. И еще столбик с накидом. Получилось 3 столбика с накидом, да, вместе с вот этими петельками, если считать. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И сюда же еще опять 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот, получился опять наш веерочек. Да? Вот наша шалька, вот наш боковой веерочек. Что делаем дальше? 2 воздушные петельки. 1, 2. Теперь внимательно смотрите. Вот у первого, вот, ну-ка, получится вот этого веерочка нижнего, да, вот этот вот последний столбик будет у нас ориентиром. Мы за него беремся за верхушечку, вытягиваем ниточку и провязываем здесь столбик с накидом. Угу. Поняли? Дальше опять 2 воздушные петельки. 1, 2. Теперь у нас ориентир следующий веерочек, но уже здесь первый столбик. Вводим крючок в первый столбик, верхушку, и провязываем столбик с накидом. То есть формируем как бы вот такие вот окошечки, да? Опять 2 воздушные петельки. 1, 2. Все, наш центральный веерочек. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Угу. Вот боковой веерочек, 3 окошка, центральный веерочек. Теперь повторяем то же самое, что мы сделали справа, повторяем с левой стороной. Итак, 2 воздушные петельки. 1, 2. Смотрим. Вот у нас, видите, здесь был первый столбик, значит, здесь будет последний столбик, как ориентир. Последний столбик ввели крючок и провязали столбик с накидом. 2 воздушные петельки. 1, 2. И у следующего веерочка берем первый, наоборот, столбик. Угу. И провязываем столбик с накидом. Вот, у нас уже 2 окошка. 1, 2. Опять 2 воздушные петельки. 1, 2.
И провязываем наш боковой вот этот вот веерочек. Раз, два, три столбика с накидом, 2 воздушные петельки и сюда же 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Вот. Начинает потихонечку увеличиваться наша шалька, да? Пока у нас только 3 окошечка, веерочки, веерочки, веерочки. Понятно, да? Так, и далее продолжаем точно так же, да? То есть мы вот закончили наше вязание, возвращаемся соединительными петельками до арочки. Раз, два. И в арочку соединительная петелька 3. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Сюда же еще 2 столбика. Раз, два. Итого у нас получилось 3 столбика с накидом. 3 воздушные петельки. И сюда же опять 3 столбика. Раз, с накидом. 2 и 3. Все, вот наш боковой веерочек готов. Далее продолжаем точно так же. 2 воздушные петельки. Раз, два. И как ориентир последний столбик нашего вот этого веерочка. В него вводим крючок и провязываем столбик с накидом. А дальше будьте внимательны. Дальше мы начинаем с вами провязывать пышные столбики, формировать наш цветочек. Итак, делаем 1 воздушную петельку, подтягиваем вот так вот ее. Дальше накид. И вот у нас получается основание нашего столбика. Вот это вот так вот 2 петельки захватываем. И в эти петельки вводим крючок, вытягиваем ниточку. Да, это у нас получается как бы 2. Да? Дальше накид. Сюда же 3. Накид. Сюда же 4. Накид. Сюда же 5. Стоп. Дальше смотрите. Делаем опять накид. И помните, у нас было 3 окошечка. Раз, два, 3. Вот первая ножка, да, между 2 окошечками. В нее, получается, в эту ножку ввели крючок. Вытянули ниточку. Раз. Сюда же накид. 2. Сюда же накид. 3. Точно так же 4. 5. Угу. И стоп. Пока не провязываем. Еще раз накид. В следующую, получается, ножку между 2 и 3 окошечком. Ввели крючок. Вытянули ниточку. Раз. 2, 3, 4, 5. И вот когда, получается, мы провязали, грубо говоря, 3 лепесточка, да, раз, два, 3, набрали петелек. Вот тогда мы потихонечку, аккуратненько все провязываем за один раз. За один раз. Так. Ниточка немножечко такая пушистая, может немножечко расходиться. Аккуратненько. Так. Все вместе провязали вот таким вот образом. Угу. У нас получилось 3 лепесточка. Дальше опять вот такая вот воздушная петелька. Подтянули ниточку. Будем еще 1 лепесточек вязать. Накид. И вот в центр, который у нас образовался после 3 лепесточков, вот так вот в центр вводим крючок, вытягиваем ниточку. 2. Сюда же 3. Сюда же 4. Сюда же 5. Все вместе провязали, зафиксировали. Внимательно. И помните, у нас начинается так вот веерочек. Мы сказали, что ориентир первый столбик. Накид. И вот сюда провязываем столбик с накидом. Вот. У нас с вами получилось 4 лепесточка нашего будущего цветочка. Все. Дальше что делаем? Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. И вот наш центральный веерочек. Мы провязываем его как центральный веерочек. То есть 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И сюда же опять 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Вот. Центральный веерочек одинаковый, как всегда, готов. Что делаем дальше? 2 воздушные петельки. То есть мы повторяем точно так же, как мы связали с правой стороны. То есть несложно. Правая связали, левую повторили. Угу. Итак, 2 воздушные петельки. Раз, два. И в последний столбик веерочка центрального провязываем столбик с накидом. Раз, два. Все, теперь начинаем вязать цветочек. Начинаем набирать первые лепесточки. Итак, накид, воздушная петелька. Потянули вот так вот петельку. Накид. И
вот в основании нашего столбика, где 2 петельки, вводим крючок, утягиваем ниточку. 2 получается, накид 3, накид 4, накид 5. Теперь, не провязывая, дальше идем к следующей ножке. Вот наш 1, 2, 3 окошечко. Между первым и вторым окошечком ножка. В нее вводим крючок. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь идем между вторым и третьим окошечком. Вот между вторым и третьим ножка. Точно так же сюда в верхушку вводим крючок. 1, 2, 3, 4, 5. И вот теперь аккуратненько все провязываем. Тихонечко одной петелькой все. Так, где-то здесь затянулась еще одна ниточка. Так, и дальше. Хоп. Все вместе провязали. Так, вот такая вот у нас получается красота. Дальше опять одна воздушная петелька, потянули ее. Накид. И вот в центр, там где у нас 3 петельки, 3 лепесточка было, да, образовался центр такой. Вытягиваем ниточку 2, сюда же 3, сюда же 4, сюда же 5. И вот потом все вместе провязали, зафиксировали. И только потом идем к нашему веерочку, а именно к первому столбику. Угу. И вот так вот провязываем столбик. Дальше 2 воздушные петли. И заканчиваем наш веерочек. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 3 воздушные петельки. И сюда же еще 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Вот. Смотрите, у нас начинает формироваться цветочек. Цветочек слева, цветочек справа. Угу. У вас также получается? Смотрите, как красота. Так, и продолжаем дальше. Итак, вот мы закончили наш веерочек. Опять возвращаем поворот и возвращаемся соединительными петельками в нашу арочку. 1 петелька, верхушку ввели крючок, 2 петелька и в арочку ввели 3 петелька. Теперь 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Точно такой же веерочек. Угу. 1 столбик, 2 столбика. Итого 3 столбика получается. 3 воздушные петли. И сюда же опять 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик. Все. Вот наш боковой веерочек готов. Теперь дальше продолжаем наш ряд. 2 воздушные петельки. 1, 2. И ориентир последний столбик. Да? Опять в него делаем столбик вот так вот с накидом. Угу. Опять 2 воздушные петельки. 1, 2. В следующий столбик провязываем столбик с накидом. То есть опять начинаем формировать наши окошечки. Угу. Далее 2 воздушные петельки. И теперь внимательно. Накид. И вот в центр ныряем, да, вот между вот этих центр лепесточков этих. Вытягиваем ниточку. 1. Сюда же 2, 3, 4, 5. Формируем лепесточек еще один. Провязываем все вместе. Зафиксировали. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. И сюда же опять ныряем. Еще лепесточек один делаем. Будет красивее. Чем больше лепесточка больше, тем красивее, да? Итак, 1. Дальше накид 2. Накид 3. Накид 4. И накид 5. Все вместе провязали. Вот так вот один разом зафиксировали. Угу. Вот наш красивый цветочек. И дальше продолжаем опять. 2 воздушные петельки. Вот он наш столбик первый. Мы в него тоже делаем столбик с накидом. Опять 2 воздушные петельки. И мы, получается, ориентир первый столбик нашего вот этого центрального веерочка. В него, получается, делаем столбик вот так вот с накидом. Угу. И опять сформировали окошечки. Видите, какая получается красота. Все. И когда мы уже сделали, провязали здесь вот столбик, переходим непосредственно 2 воздушные петельки, переходим в нашу, получается, арочку. 3 столбика с накидом. 1, 2,
3, 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, и сюда же опять 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Понятно? Теперь ваша задача повторить зеркально, точно так же, как вот, то есть в обратном порядке, вот так вот, повторить ряд с этим окончанием с этого лепесточка, да, вот с этим 1, 2 лепесточки. Давайте еще раз покажу вам. 1, 2, 2 воздушные петельки. Мы ориентир последний столбик. Здесь у нас первый столбик веерочка, здесь последний столбик веерочка. Столбик с накидом. 2 воздушные петельки, то есть запомнили, да, окошечко, значит 2 воздушные петельки. Столбик с накидом. Дальше 2 воздушные петельки, здесь внимательно будем делать лепесточки. Итак, накид, утопаем вот в сердцевинку, да, вот так вот, вытягиваем ниточку, 1, еще раз 2, еще раз 3, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки, 1, 2, и последний лепесточек, утопаем, 1, 2, 3, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. И присоединяемся вот к концу лепесточка, к столбику. Столбиком с накидом. Опять окошечко. 2 воздушные петельки. И к вот этому первому столбику, вот этого бокового веерочка присоединяемся. Еще окошечко. И 2 воздушные петельки. Делаем наш последний вот этот вот веерочек. 1 крайний, да, 2, 3 столбика с накидом, 3 воздушные петельки, и дальше точно так же в арочку провязываем еще 3 столбика с накидом. Но я так поняла, что с веерочками уже понятно, да? Крайние веерочки левый, правый и центральный провязываются одинаково, вне зависимости от того, какой это ряд. Как вам? Интересно? Классно. Нежненько, аккуратненько. Необычненько. Итак, дальше у нас будут располагаться цветочки, получается, в шахматном порядке, да? То есть, если по одному цветочку между ними раз. Если внимательно приглядитесь, как ориентир, 3 окошка. Вот 1, 2, 3. Помните, мы здесь начинали? Вначале 3 окошка было, потом начался цветочек. Здесь получилось 3 окошка, значит, дальше будет цветочек. Тут тоже 3 окошка, 1, 2, 3, дальше будет цветочек. Понятно? Давайте, я буду теперь показывать по одной стороне, а вы будете заканчивать самостоятельно по другой. Договорились? Давайте. Потому что я думаю, что у вас уже, и надеюсь, все получится самостоятельно, да? Итак, вот мы закончили наш веерочек. Поворот. Все то же самое, ничего нового. Смотрите, вот так вот. Соединительная петелька 1. Соединительная петелька 2. И соединительная петелька 3. 3 воздушные петли. 3 столбика с накидом. Ну, получается 2 столбика, да. Первый это 3 петельки. 3 воздушные петли. И сюда же 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Все. Готов наш боковой веерочек. 2 воздушные петельки. Формируем окошечко. Вот наш, получается, крайний последний столбик веерочка. В него мы провязываем столбик с накидом. Все, начинаем точно так же, как и здесь мы с вами, получается, провязывали наш лепесточек. Итак, воздушная петелька, подтянули, накид. Вот между, получается, вот этими 2 петельками верхушки вводим крючок, вытягиваем ниточку. 1, сюда же 2, 3, 4. Первая петелька у нас была, это было 5. Накид. Вот она, ножка наших окошек между первым и вторым. Вот в эту ножку вводим крючок, вытягиваем. 1, 2, 3, 4, 5. Далее между вторым и третьим окошком ножка, в нее тоже делаем точно так же 5 петелек, 5 накидов. 1, 2, 3, 4, 5. Все, набрали 3, грубо говоря, там лепесточка наших, да. И теперь аккуратненько за один раз все это дело провязываем. Протянули.
Далее зафиксировали таким вот образом. Дальше следующий лепесточек. Воздушная петелька. Подтянули ниточку. Накид. И вот в сердцевинку, которая образовалась между тремя лепесточками, делаем раз, накид 2, накид 3, накид 4, накид 5. Все вместе провязали, зафиксировали и дальше идем вот к нашей, получается, следующей ножке. Раз. Угу. Красота. Красота. Дальше мы должны будем с вами провязать, получается, еще одно окошечко вот между этими лепесточками. 2 воздушные петельки и верхушку вот этого лепесточка провязываем столбик с накидом. Так. А теперь, видите, опять 3 окошечка. Значит, мы должны формировать еще один цветочек. Воздушная петелька, потянули ниточку, накид, вот первые вот эти 2 петельки столбика верхушки, вводим крючок, вытягиваем ниточку. Раз, сюда же 2, сюда же 3, сюда же 4. И вот первая у нас была это 5-я, получается, да, это была первая петелька наша, которую мы потянули. Накид. Вот следующая ножка между первым и вторым окошечком, в нее раз, дальше 2, накид 3, накид 4, накид 5. И между вторым и третьим окошечком вот эта ножка тоже сюда ввели раз, накид 2, 3, 4, 5. И все вместе провязали. Сейчас, ниточка лишняя затянулась. И зафиксировали. Угу. Опять воздушная петелька, потянули. И в сердцевинку. Раз, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали и шагнули вот первый столбик как ориентир, первый столбик веерочка. Угу. Вот, смотрите. Начинаются формироваться вот наши 2 таких вот красивых цветочка. Дальше 2 воздушные петельки и опять делаем наш веерочек. Угу. Раз, 2, 3. Между столбиками 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И сюда же опять раз, 2, 3 столбика с накидом. Угу. Вот, смотрите. Вот такая вот красота. Точно так же провяжите. А теперь вы должны будете вернуться. Смотрите зеркально на эту сторону. И у вас все получится. Понятно? Все, давайте, ориентируйтесь. И встречаемся вот здесь. Вот посмотрим, что у вас получилось. Договорились? Вот такая вот у нас получается небольшая шалька пока. Итак, смотрите, я, получается, закончила, да, эту сторону. Получился еще пол цветочка. Провязала дальше уже веерочек. Видите? Уже развернулась и провязала еще один веерочек. Дальше мы с вами будем заканчивать цветочек. Точно так же, как мы это делали вот в этом ряду, да? Итак, смотрим. Закончили веерочек. 2 воздушные петельки. Раз, 2. И ориентир, последний столбик бокового веерочка. В него делаем точно так же столбик с накидом. Раз. 2 воздушные петельки. И вот в этот же столбик, где заканчивается лепесточек, еще один столбик с накидом. 2 воздушные петельки. И вот здесь мы с вами заканчиваем наш цветочек. В сердцевинку ввели крючок. Раз. Накид. 2. Накид. 3. Накид. 4. Накид. 5. Провязали. Зафиксировали. 2 воздушные петельки. И сюда же последний лепесточек. Раз. 2. 3. 4. И 5. Все вместе провязали. Зафиксировали. 2 воздушные петельки. И шагаем вот к этому столбику, на котором заканчивается предыдущий лепесточек. Протянули ниточку, столбик с накидом. Есть. Опять 2 воздушные петельки. Следующее окошко формируем. Столбик с накидом, столбик с накидом. Угу.
2 воздушные петельки и опять формируем наш последний, вот этот вот, последние 2 лепесточка. Раз, накид, сюда же 2 в сердцевинку, накид, 3, накид, 4, накид, 5. Все вместе провязали, зафиксировали, 2 воздушные петельки, раз, 2, и сюда же последний лепесток. Раз, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. Так, вот наши цветочки. Угу. Все, и заканчиваем, получается, наш ряд. Доходим до серединки. 2 воздушные петли. Раз, 2. Вот, где заканчивается лепесточек, в столбик делаем столбик. Опять 2 воздушные петли. И в первый столбик веерочка провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петли и провязываем сам веерочек. Понятно? Вот. У вас уже 2 полноценных цветочка. Давайте самостоятельно веерочек. Возвращаетесь точно так же, зеркально, да? Точно так же возвращаетесь. Я вас встречаю в конце ряда. Давайте. Встречаю, когда уже будет у вас полноценных 2 цветочка. И у меня тоже. Давайте, у вас получится. Итак, смотрите. У вас также получается. Вот у нас уже здесь получается 2 цветочка. А дальше будьте внимательны. Смотрите. Все ряды дальше будут повторяться. Видите? То есть мы здесь начали, у нас 3 окошечка было, да? Начали цветочек. Вот здесь 3 окошечка, раз, 2, 3. Значит, следующий будет цветочек. Вот здесь получается, вот у нас 3 окошечка, раз, 2, 3. Следующий цветочек. Видите? То есть вот у нас 3 окошечка, раз, 2, 3. Так, вот они. 2 лепесточка отсюда будут выходить. Угу. Значит, здесь будет цветочек. Смотрим. Раз, 2, 3. Здесь будет опять цветочек. Угу. И здесь 3 окошечка. Раз, 2, 3. Цветочек. То есть в каждом ряду у вас будет увеличиваться в шахматном порядке цветочки. Да? Раз, 2, 3. Договорились? Давайте я вам еще раз один рядочек покажу. И дальше вы будете вязать точно так же каждый ряд. Угу. Каждый ряд. Итак, запоминаем. 2 воздушные петельки. Раз, 2. Последний столбик веерочка. Это наш столбик с накидом. Все, и оттуда мы начинаем цветочек. Понятно? Вы не запутайтесь. Как только у вас в предыдущем ряду образовалось 3 окошечка, значит в следующем ряду начинаете цветочек. Одно окошко и пошел цветок. Угу. Потянули петельку. Так. Вот верхушку столбика, вот в эти 2 петельки ввели крючок. И вытягиваем наши петельки. Раз. Сейчас, секундочку. Чтобы было все аккуратненько и красивенько. 2. Далее 3. Потом 4. 5. Далее смотрим. Следующую, получается, ножку делаем. Да, лепесточек между первым и вторым окошечком. Вот в этот столбик. Раз. 2. 3. 4. 5. И набираем между вторым и третьим, вот ножка, следующий лепесточек. Раз. 2. 3. 4. 5. Все. Набрали 3 лепесточка. Аккуратненько вот так вот провязываем, протягиваем одной петелькой и фиксируем. Угу. Воздушная петелька. И набираем следующий лепесточек. Вытянули петельку и в сердцевинку. Раз, 2, 3, 4. Провязали все вместе, зафиксировали. И вот наш лепесточек закончился, да, получается. Вот. Шагаем через окошечко вот это вот и делаем столбик с накидом. Угу. 2 воздушные петельки и к следующему лепесточку шагаем, делаем опять столбик с накидом. Вот мы видим 3 окошечка, и мы здесь будем рисовать, да? Будем вязать следующий наш цветочек. Набираем вот такую петельку, вытягиваем ее и точно так же опять раз, 2, 3, 4. Угу.
следующая ножка. Раз, два, три, четыре, пять. И следующая. Раз, два, три, четыре, пять. Аккуратненько все провязали. Вот так вот. Зафиксировали. Угу. Потянули петельку. И еще один лепесточек в центр. Раз, два, три, четыре, пять. Провязали. Зафиксировали. И присоединились к следующему лепесточку. Опля. Видите? Вот у нас уже такие вот половинки цветочков. 2 воздушные петельки к следующему лепесточку. Раз. Угу. Вот, начинается опять 3 окошечка. Значит, начинается наш цветочек. Потянули ниточку. И точно так же. Раз. Два. Три. И 4. Дальше в ножку, да, столбик. Раз, два, три, четыре, пять. И в следующий раз, два, три, четыре, пять. Все вместе аккуратненько провязываем. Так. И вот так вот фиксируем. Опять петелька, потянули в сердцевинку лепесточек. Раз, два, три, четыре, пять. Провязали, зафиксировали и перескочили вот к первому столбику нашего веерочка. Все, на этом наш, получается, ряд заканчивается. 2 воздушные петельки и полноценный веерочек. Угу. Принцип понятен, да? Вот. Только вы увидели 3 окошечка, у вас сформировалось, начинается цветочек. Угу. Между лепесточками окошечко опять, цветочек. Между лепесточками окошечко, цветочек, веерочек. Здесь возвращаетесь самостоятельно, точно так же. Договорились? Здесь я вас опять встречу и вернусь вместе с вами, чтобы уже точно показать, как мы с вами будем дальше работать. Давайте. Так, смотрите. Вот, провязала, получается, да, вторую половинку с цветочками. Видите, в шахматном порядке они тут. Раз, два, три. Был 1, 2, 3. Видите, то же самое. У вас также получается. Итак, возвращаемся обратно. То есть я здесь уже сделала веерочек. Видите, да? То есть это несложно. Вы уже принцип поняли, как его вязать. И возвращаемся обратно. Будем провязывать оставшиеся 2 лепесточка у наших цветочков. Итак, после веерочка 2 воздушные петли и столбик в последний столбик предыдущего веерочка. Раз. 2 воздушные петли, столбик в столбик. Угу. Опять 2 воздушные петли. И здесь мы будем делать лепесточек. В сердцевинку ввели крючок, вытянули ниточку. Раз, два, три, 4, 5. Здесь мы все вместе сразу провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки. И сюда же последний лепесточек. Раз, два, три, 4, 5. Провязали, зафиксировали. Вот наш цветочек. Видите, получилось следующие 3 окошечка. Значит, здесь будет следующий цветочек. Ну, принцип понятен, да? Итак, продолжаем дальше. 2 воздушные петельки. Дальше. Вот у нас лепесточек закончился. Сюда мы делаем столбик. Раз. 2 воздушные петельки. И там, где закончился, начался вот этот следующий лепесточек следующего цветочка, тоже делаем столбик с накидом 2. Опять 2 воздушные петельки и начинаем формировать третий. Получается, да? Третье окошечко. Видите? Раз, два, три. То есть последний лепесточек делаем. Раз, два, три, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки. И в сердцевинку последний лепесточек. Раз, два, три, 4,
5. Все вместе провязали, зафиксировали. Угу. Вот наши цветочки. Идем дальше точно так же. 2 воздушные петельки. Там, где заканчивается лепесточек, столбик с накидом. 2 воздушные петельки. Там, где начинается лепесточек следующего цветочка, столбик с накидом. 2 воздушные петельки. И последний, третий цветочек провязываем последние лепесточки. В сердцевинку. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки. И 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали 2 воздушные петельки. Смотрите. Получается, там, где у нас заканчивается лепесточек, 1 столбик. Так. 2 воздушные петельки. Там, где у нас начинается веерочек, 2 столбик. 2 воздушные петельки и сам веерочек. Угу. Все, у нас опять образовалось, получается, 3 окошечка. Понятно? То есть для следующего ряда, чтобы вы могли понять. Итого у вас что получается? У вас, получается, будут чередоваться 2 ряда. Вот с этими лепесточками, с 4 и с 2. Угу. 4, 2. Да, лепесточка. Следующие 4, 2. То есть вот так вот они будут в шахматном порядке. Ну, скажите, здорово. Да? Давайте довяжем вторую половинку и еще раз посмотрим, что получается. Давайте. Итак, смотрите, вот получается, довязала, да? По 2 лепесточка. Все. И дальше мы будем вязать точно так же. То есть, видите, 3 окошечка, значит, здесь будет цветочек. Да? Вот так вот перевернем. Угу. И будем повторять предыдущий ряд. То есть, опять нижние лепесточки. Ничего сложного. 2 ряда. Еще раз повторюсь, 2 ряда вам нужно вязать. Первый, второй, первый, второй, первый, второй. Просто цветочки у вас будут увеличиваться количество, и они будут находиться в шахматном порядке. А дальше, смотрите, какая красота, как переливается, как все ровненько, аккуратненько, да? Смотрите, вы однозначно зададите вопрос, сколько необходимо пряжи, так? И я вам отвечу, что в данном, вот в таком вот видео, там, где я разбирала соломоновые петли, да, вот такая вот шалька. Во-первых, я там на видео показываю, как рассчитать приблизительно, сколько необходимо будет шалей, да, что необходимо для вам для этого. И в описании к этому видео я тоже оставлю расчет. Да? Это не последняя инстанция, возможно, вы знаете другие способы расчета. Вам просто необходимо будет знать вот расстояние, которое у вас в образце, да, от верхушки до кончика, вот так вот до права, и от верхушки до кончика лево. Угу. И потом в расчетах вы все вместе сопоставите, то есть какой у вас крючок, какая у вас пряжа, какой у вас плотность вязания, это же ваша рука. То есть я четко сказать вам не смогу, по одной простой причине, что еще у вас здесь, возможно, будет обвязочка, возможно, у вас здесь будет бахрома какая, средняя, длинная, там, супер длинная и так далее и тому подобное. То есть очень-очень много нюансов, но предположительно, сколько необходимо будет пряжи, вот непосредственно на само изделие, вы узнаете только тогда, когда свяжете собственной рукой, собственным крючком, собственной пряжей образец. Вот так вот. Ничего сложного. Это кажется слишком сложно, ничего сложного. Просто сели, один раз посчитали и все. И вот такая вот красота. Итак, я надеюсь, видео вам понравилось. Угу. Вы поставите свои лайки, напишите свои комментарии. А также я буду ждать результатов. Возможно, кто-то из вас захочет взять данную шальку. Шлите свои фотографии в Инстаграм. Здесь у нас никак не получится. А там я буду вас ждать. Договорились? Не забудьте подписаться, кто еще этого не сделал. А также нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. Договорились? Смотрите, какая красота. До новых видео. Всем пока-пока.